Фактически они с Зеленским, вот эта вся гоп-компания офиса президента, они в Украине хотят железный занавес сделать. Американцы, если не нравится Байден, собрались и валите отсюда. Через 15 минут была бы революция, вооруженное восстание, его бы оттуда вынесли. Із Капітолія і откуда угодно. Але, знаєте, теж давати людям такі, можливо, зараз зайві ілюзії, воно аморально. Абсолютно з вами погоджуюсь. От ілюзії давати – це неправильно. Якщо жити в світі ілюзій, можна зайти дуже далеко. Що зрештою сталося з керівництвом Російської Федерації, про яку ми з вами сьогодні дуже багато говорили. Коли те, що було пропагандою для керування масами, через певний час почали сприймати самі за правду ті, хто цю пропаганду і створював. Всем здравствуйте. Ну что, друзья, настал сентябрь месяц, а значит, я специально этого ждал, а значит, мы можем говорить о тех вещах, которые происходили в медиапространстве по поводу возврата Крыма в Украину сначала весной, потом летом, максимум 2023 года. Посмотрите, пожалуйста, что говорил Буданов в интервью Мосейчук, не в новом интервью, а в интервью, которое он дал там 6 или 10 месяцев назад. Рухи на відновлення своєї території, які будуть зрозумілі всім, будь-якому пересічному громадянину. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зимки почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 91 рік. Не боїтеся прогнози давати? Ні, не боюсь. Американський генерал сказав, що влітку Україна зайде в Крим. Ну, він же, давайте так, це сказав американський генерал. Це його особиста думка, він спирається на якісь факти, які відомі йому. Я спираюся на ті факти, які відомі мені. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше, тут в днях можна помилятись, в алгоритмі ні. Чому ви не хочете обговорювати тему? Все это заявлялось очень уверенно, все это заявлялось очень конкретно. И неоднократно заявлялось, и что бы там сейчас ни говорили, с точными датами заявлялось. И вы знаете, я не хочу никого обвинять, что это не так. Я первый в информационном пространстве Украины сказал о том, что это не будет цель достигнута ни в такие сроки, ни вообще. Но сейчас даже дело не в этом. Я бы хотел. Но я считаю жизни, считаю людей. Для меня люди это не статистика. И самое главное, я не хочу навредить ситуации, давая ложные надежды. Я не пропагандист для того, чтобы просто в тупую гнать какие-то непонятные вещи, дезориентировать людей. Буданов не предатель, Буданов не работает на Россию, Буданов работает на Украину, Буданов преданный разведчик, фанат своего дела, большой нарцисс, кайфует от себя в каждом интервью, и сейчас вы можете видеть через день его интервью. Все это понятно, и Бог с ним. Сейчас вопрос не в этом. И да, сразу скажу, я прекрасно понимаю, что эти заявления Буданов мог делать в рамках информационной войны против России. Я это тоже все прекрасно понимаю, точно так же, как и Зеленский. Но надо понимать, что это слышат также и обычные люди. И неизвестно, сколько вреда и сколько пользы, чего больше было этим нанесено. На мой взгляд, было нанесено гораздо больше вреда. Почему? Потому что когда человек слушает главу разведки, который сейчас имеет большой рейтинг доверия в обществе, его любят в Украине. Потом слушают президента, которые в унисон в один голос говорят, что Крым будет украинский максимум летом 2023 года. Наступает сентябрь. В принципе, все это поняли раньше, но я специально ждал сентября. Наступает сентябрь, ничего не произошло. А в это время кто-то планировал свою жизнь неправильно. Кто-то думал, о, зайдем на Крым, значит война скоро закончится, значит меньше опасности угрожает, значит не надо никуда уезжать, не надо обеспечивать безопасность детям. И мы помним, сколько трагедий случалось в Украине. За это ответственности никто не несет. Дальше включается психологический фактор, когда люди жили завышенными ожиданиями, люди жили телемарафонами, вот этими пустыми разговорами. Приходят реалии, и люди обламываются психологически, и многие, я так слышу, даже уже не верят, что эта война вообще когда-то может закончиться. И тут выходит новое интервью Буданова «Радио Свобода». Тоже сейчас посмотрите отрезок, что он говорит. Найпопулярніший запит в інтернеті, якщо ви знаєте, Буданов про Крим – це прогнози. Так. Скоро зайдемо в Крим, ось-ось зайдемо в Крим. Коли
ЗСУ зайдуть в Крим. Буданов зробив важливу заяву про Крим. Але насправді, коли ти відкриваєш це відео, ви не говорите точної дати, ви говорите скоро, незабаром. Але в жовтні минулого року ви озвучили точну дату, це кінець весни, і ми зайдемо в Крим. Ви Там було дослівно ось Збройні сили України зайдуть до Криму до кінця весни 23-го року. Ось це дослівна цитата. А бойові дії на території України повинні, важливо, закінчитися наприкінці весни до літа 23-го. Тобто випали з графіку, якщо ви на це натякаєте. Да, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б бути за усіма розрахунками. Ну, але маємо, що маємо. Разом з тим можна сказати, що впевнено ми рухаємось вперед. Це абсолютно публічно вже стала давно інформація. Ну, а якщо подивитись на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострову, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати в порівнянні там з 22-м, я вже не кажу період з 14 по 22 рік. Психует, но признает, что идет все медленнее, чем надо. И пытался, конечно, поначалу увильнуть, но я сейчас не в этом. Нет у меня цели как-то обгадить Буданова. Сейчас я рассуждаю с точки зрения пользы, вреда людям и пытаюсь вам открыть глаза, чтобы вы понимали, что стоит слушать, чему стоит верить и что нас ждет. В этом же интервью Буданов фактически признал и про Чонгар, что это был нанесен вред. За это никто не понес наказание. В этом интервью Буданов хвастался операцией с вертолетом Ми-8, который российский пилот пригнал в Украину. Вы знаете, есть такая программа, когда платятся деньги, когда это все обеспечивается. Это все выставляется Будановым как огромное достижение ГУР. И я не против, я это поддерживаю. Но почему тогда Роман Червинский находится в тюрьме, который планировал мегаоперацию с самолетом? Насколько я знаю, профинансировать это все планировал какой-то частный меценат, то есть бизнес. Что-то пошло не так, насколько я видел и читал, все, что я увидел и прочитал, Червинский лично там ни при чем. Это была чистой воды подстава и повод его посадить в тюрьму, где он сейчас и находится. Почему об этом не упоминает Буданов? Почему там делают человека предателя Родины, а здесь героически об этом рассказывают? Я этого не понимаю. Что будет делать дальше Буданов? Дальше Буданов будет продолжать раздавать интервью, как я говорю, как поп-звезда, строить себе политическую площадку. Ясно, что он будет в политике, ясно, что он главой ГУР, скорее всего, после войны не останется. Это будет полностью политик, готовый политик, кстати говоря, с высоким рейтингом. Но я замечаю в нем очень много слабых мест. Наверное, в своей теме он силен, но вот эти раздавания интервью, я повторяюсь, и вот эти обещания, которые в итоге не выполняются, это работает все в минус. Я думаю, в какой-то момент его рейтинг просто начнет стремительно падать. И я подчеркиваю, что я ничего не имею против ГУР как организации, я как украинец ее поддерживаю. Сейчас речь строго о Буданове. Если завтра Буданов будет не главой ГУР, это не значит, что поменяется весь состав. Там останутся все те же люди, и хорошие, и плохие, работать. С Будановым закончили. О ком я сейчас хочу поговорить? О человеке, который нанес и продолжает наносить огромный вред государству нашему и нашей стране. Это Михаил Подоляк. Этот человек переехал в Украину из Беларуси. Этот человек обслуживал регионалов. Этот человек обслуживал Януковича. Этот человек работал советником, помощником и фактически курировал помойку Михаила Бродского «Обозреватель». На Бродском клейма негде ставить. И если ты сотрудничаешь с таким негодяем, если ты его правая рука, значит ты такой же негодяй. Значит в тебе нет никакой идеологии. И по большому счету за деньги ты готов на черное говорить белое, выкручиваться, вымяучиваться и людям гомно в конфетку превращать медийно. А теперь давайте так же, как и с Будановым, вернемся. Буданов хотя бы человек, который на высокой должности, за что-то отвечает и является профессионалом в своем деле. Несмотря на личностные моменты, которые я рассказал, мне не нравится, я ему далеко не симпатизирую. Подоляк — это человек, которому по должности не положено отвечать за слова, но все равно давайте послушаем, что он говорил, что он обещал ранее. Поэтому по Крыму все будет круто и так далее. Я имею в виду. Знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами через месяцев 6, вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, и я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно, я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым
свободным, да, Крым, а в это время оттуда уже уедут все русские, которые украли наше с вами имущество, потому что суть русского мира – это сначала пугать, потом грабить, потом убивать, потом насиловать, потом воровать и мародерить повторно. Вот смотрите, русский мир в таком виде должен перестать существовать. И я надеюсь, что мы это сделаем обязательно. Это и есть правильная финализация этой войны. Будет кофе в Крыму, будут включения, мы не нарадуемся, любимая набережная. Сентябрь месяц, где это все, этого всего нет. Вы думаете, Подоляк, так как Буданов вышел, хотя бы что-то признал или что-то сделал? Нет. Посмотрите, что сейчас позволил себе этот персонаж в отношении украинского народа. Не вірте в свою країну. Ну ви ж громадяни своєї країни. Чому ви хочете повірити комусь, навіть якщо це пишуть газети іноземні, що в нас щось іде не так, як планує Генеральний штаб? Вірте в себе. Або не вірте, або тоді купляйте справку у ВЛК і виїжджайте, і шукайте собі можливість інтегруватись в інше суспільство. Тому що мені здається, що якщо ми тут знаходимось, ми розуміємо, хто ми, що ми розуміємо, які в нас є ресурси, і маємо спокійно, ну як спокійно, ми розуміємо, що під час війни це не зовсім слово правильне, коректне, але маємо спокійно. Что делает он такими заявлениями? Делит людей. Хороший украинец, плохой украинец, ссорит людей. Что он сказал? Покупайте справку, если вам не нравится государственная политика, и валите в другое общество, пытайтесь там интегрироваться. Это говорит человек, который приехал в Украину из Беларуси. Он родился, насколько я знаю, во Львове, в раннем возрасте уехал в Беларусь. Там, я так слышал краем уха, но это не точно, обслуживал Лукашенко, потом тоже что-то пошло не так, он переметнулся сюда. Там очень мутная биография. И я вам только что рассказал, кого он всю жизнь обслуживал здесь, в Украине. Я напомню, когда в Трусковце были вот эти вот обучения слуг народа, там заправлял Никита Потураев, который вышел, первое, что сказал: я Тимошенко делал предвыборную кампанию. И эти лохи такие: вау, самой Тимошенко. Если бы я был Зеленским или главой партии «Слуги народа», я такого человека бы за 10 километров не подпустил. А после того, как он вышел, и вот этот огромный жирный минус выставил как плюс, пострачниками нужно было его оттуда выгонять. Но там это все воспринимается как: вау, это просто что-то супер, делать Тимошенко предвыборную кампанию. Просто людей оболванивать, считать за быдло. Вот это считается как плюс. То же самое делает и Подоляк. Сыпет заумными словами. Вы возьмите любое интервью и сделайте усилия над собой 15-20 минут. А интервью он дает часто налево и направо, практически каждый день. Сколько раз в одном предложении он употребляет супер умные термины. Я вам утверждаю, если ты не можешь свою концепцию объяснить 10-летнему умному ребенку, то это ты никакой, во-первых, спикер, во-вторых, твоя идея тоже такое же говно. У Подоляка, конечно, нет никакой идеи. Его задача просто гнать туфту, оболванивать и тупо врать. Но сейчас он пошел дальше, он посмел нас разъединять. Фактически они с Зеленским, вот эта вся гоп-компания офиса президента, они в Украине хотят железный занавес сделать. Арахамия выступил со смешным заявлением: мы будем возвращать, значит, украинцев, которые там нелегально какие-то справки сделали. Юридически это невозможно, я прошу всех расслабиться. Это все люди, которые узурпируют власть. Это все люди, для которых жизнь просто статистика. Которые себе позволяют, я напоминаю вообще Арахамия, в прошлом парохобот, который делал очень глупое заявление перед президентством Зеленского. Потом он попал туда, у Зеленского была на селекторе отдельная кнопочка под очень умного Давида Брауна, который участвовал в шоу «Битва экстрасенсов». А теперь Подоляка. А теперь скажите, пожалуйста, может ли хороший, умный, честный, порядочный человек, всесияющий нас Владимир Александрович, таким быть, если он себя окружает такими людьми? И какая там философия всего? Посмотрите мой обзор, вообще не эмоциональный, Мосейчук и Зеленского последнее интервью. Эти люди разрушают Украину. Ничуть не меньше, чем Путин. Более того, никакой перспективы они не дают. И вы посмотрите, каждый день государство ставит себя отдельно от гражданина. И делает так, и все ставит так, что это человек и гражданин для государства, а не государство для всех людей. Вы представляете себе, что в Америке, или во Франции, или в Италии спикер президента выходил и говорил такие вещи: не нравится — валите.
Но вот я просто представляю, сколько бы еще он находился на должности в Америке, если вышел и такое сказал на национальном телевидении. Американцы, если не нравится Байден, собрались и валите отсюда. Через 15 минут была бы революция, вооруженное восстание. Его бы оттуда вынесли. Из Капитолия и откуда угодно. Что происходит в Украине? Эти вещи поощряются. Мы на стриме в воскресенье отдельно поговорим про случай в Днепропетровске с полицейским. Потом с этим невменяемым фитнес-тренером из Полтавы. Да, но надо просто уметь между строк читать. А там очень явно сказано. Мы вам показываем публичную расправу и всегда будут разъединять на этом общество. Монополия на силу есть только у государства. Но когда русские были на хвосте, раздавали оружие, чтобы их удержать. Их удержали у власти, люди сделали все, как мог. А теперь они говорят, тебе что не нравится, вали. Тебе что-то не нравится, вали. Сколько ты задонатил, сколько ты помог, там в теробороне, где бы ты ни был, тебе не нравится наша политика, вали. Это наша Украина. Ты здесь никаких прав не имеешь. У тебя есть два права. Плати налоги, вали на фронт умирать. Третьего не дано. Для чего он это делает? Потому что после войны Подоляк пойдет в политику и будет в партии Зеленского. 1,5 года чешет языком, но они договорятся. Они договорятся. И я вам анонсирую очень серьезное событие. Вы уже видели в заявлении Гордона. Очень скоро вы узнаете, кого финансирует офис президента, какие медиапомойки. Эти медиапомойки ссорят людей между собой, разъединяют украинцев. Они настраивают тех, кто уехал, против тех, кто не уехал, и наоборот. Они наезжают на украинских женщин, которые выехали. А теперь Подоляк вообще в открытую такое заявляет. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше отношение к этому. Возвращаясь к вопросу Крыма, я просто не сдержался уже про Подоляка, потому что это такое наглое ничтожество. И когда такие ничтожества, понимаете, это отрицательный отбор, когда такие ничтожества пролезают на должности и не вылазят с телевизора, это приговор стране. И я вам говорю, перспективы при этих людях, конечно, никакой в Украине не будет. Мы же должны отбиться от русского мира и этих тоже выгнать. Потому что на самом деле это тот же русский мир. Я вам хочу главное сказать, это тот же русский мир. Вы если сейчас вместо Подоляка представите Соловьева, так это тот же самый русский мир. Там тоже говорят, не нравится Путин, вали отсюда. Или вообще в тюрьму поедешь. Понимаете? И так в каждом заявлении, Арахамия, мы вас найдем, вернем в Украину, кто купил себе какую-то справку. Мобилизируем под суд. Министр МВД не так выехали, репрессии. Полицейский убил кого-то, супер, а ну негодяи, полиция на все имеет право. Этого СБУ задержала, специально на всю страну показали с Полтавы окровавленное лицо. Это та же Россия, вы понимаете? И это тот же русский мир, просто в другой оболочке, мы такие демократы. Но это тоже нужно заканчивать. Нам не нужен русский мир, нам не нужны все производные от русского мира. И про Крым эти сказки. Это вы должны себе это отложить в голове, это очень серьезный минус. Это очень серьезный минус. Люди не отвечают за слова, люди ведут себя безответственно. Они должны были выйти и честно сказать вам. Потому что я считаю, я уже вам говорил, украинцы способны справиться с правдой. Вы нормальные, мы нормальные. Мы не с одной извилиной в голове, мы в адеквате. Мы умеем пользоваться интернетом, мы умеем читать западную прессу, слушать людей с Америки, что говорят, в Европе. И мы все прекрасно понимаем. И вот этот шантаж, который устроил Зеленский, оказывается, речь шла о 5 миллиардах долларов, мы тоже на стриме об этом поговорим, на выборы. Это как это все считали, я на стриме подробно расскажу. Люди, происходят какие-то невероятные вещи, но я вам точно говорю, добром не пахнет с этой властью. Сейчас люди погибают на фронте не просто против Путина, а против этой идеологии русского мира, когда государство тебя давит, когда ты ничто. Все основано только на ненависти, на агрессии. В Украине уважение друг к другу, я не буду говорить любовь, но точно доброта, уважение, сплоченность вокруг национальной идеи. И национальную идею вам ни Зеленский, ни Подоляк не озвучивают. Они говорят просто, мы вам не нравимся, валите вон, покупайте справку, валите вон, потом ты купишь справку, Арахамия говорит, мы тебя по этой справке вернем, или засудим, или отправим на фронт. А министр МВД это все поддерживает. Но только министра МВД этого великого полицейские убивают человека. И ведут себя как базарные бабы, не как люди в форме. Они ведут себя как гражданские, просто на легальной основе вооруженные. Вот такое государство существует. Да, это все было до Зеленского.
Но когда ты послушаешь его интервью, когда ты послушаешь Подоляка, так такое впечатление, что это точно какой-то Черчилль, это какой-то Рейган. Но нужно уметь слушать. К сожалению, наши люди только эмоции включают, видят этого актера, видят его игру, вот эти мимические все фокусы и сразу плывут. 1,5 года прошло. Сопоставьте заявление Подоляка, всей этой верхушки власти по Крыму и по всему остальному. Где вам сказали правду? Нигде не сказали правду. 1,5 года прошло, они еще угрожают. Они еще угрожают. Кто это такие? Это их страна? Нет, это наша страна. Это наша земля. Не Путина и не Зеленского. Это страна украинцев, которые совсем другие люди. Подоляк пусть возвращается в Беларусь и там мутит воду. Мне тяжело представить человека в здравом уме с мозгами, который бы симпатизировал Подоляку. Если вы за такое будете голосовать на выборах, а они будут, посмотрите, то да, Путина в Украине не будет, конечно. Но будут такие, которые будут вести политику Путина. Нам не нужно ни то, ни другое. Нам не нужно ни то, ни другое. На самом деле, в конечном сухом остатке это все одно и то же. Просто там открыто признается, что это тиран и диктатор, а здесь пытается все демократическую обвертку завернуть. Уже Америка все увидела, уже Европа все увидела. Это хамство, этот шантаж со стороны Зеленского. Скоро последуют выводы. Но только мы от этого пострадаем, понимаете? Мы от этого пострадаем. Вот за что обидно. Потому что Зеленский не хозяин Украины. Он всего лишь случайный временный президент. И наша задача как можно быстрее, цивилизованным, законным путем провести выборы и выбрать другого президента. Все, что я могу вам сказать. А дальше отбиться от русского мира и строить совершенно другую Украину, в которой такие, как Подоляки, даже не будут иметь возможность не в плане задавить как-то их методами пользоваться физически, не дай бог. Все в рамках закона. Но это отрицательный отбор. И нации должны вещать совершенно другие люди и совершенно другие идеи. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забудьте, в воскресенье 20:00 по Киеву, 19:00 по Европе будет стрім. Пока. Але, знаєте, теж давати людям такі, можливо, зараз зайві ілюзії, воно аморально. Абсолютно з вами погоджуюсь. От ілюзії давати – це неправильно. Якщо жити в світі ілюзій, можна зайти дуже далеко. Що зрештою сталося з керівництвом Російської Федерації, про яку ми з вами сьогодні дуже багато говорили. Коли те, що було пропагандою для керування масами, через певний час почали сприймати самі за правду ті, хто цю пропаганду і створював.